Всем привет, друзья! С вами Тимур Билан, и вы на моем личном канале. И сегодня у нас день посвящен рыбалке на микроджиг, на вот такой вот, смотрите, малюсенькой речушке. Это моя домашняя речка. Сегодня у меня будет в руках ультралайтовая снасть, тоненький шнурочек 0,3 по Японии, маленькие приманки, легкие веса. В общем, классика, спортивная, вот спорт, варианты монтажей. Буду сегодня пытаться поймать все, что здесь движется в этой речке. Это может быть как мелкий окунь, так и бонусный окунь, также и крупный голавль. Я думаю, будет очень интересно, потому что микруху я уже давно не брал в руки. В основном ловлю я более такими, ну сказать, такими мощными снастями, потому что часто влетают бонусы. Но сейчас водичка сильно упала, рыбка очень осторожная, капризная, нужно ее будет искать в ямках определенных, и только благодаря деликатным снастям можно будет что-то поймать. Поэтому не переключаемся и смотрим вместе это кино. Ну, давайте по снасти пройдемся, потому что много вопросов. Часто какая удочка. Ну, вот у меня в руках удилище старенькая Азура с вклеенной вершинкой до 5 грамм. Стоит здесь намотанный тонкий 0,3 шнурочек. Старенькая, кстати, рабочая катушечка Rarenium. Те, кто олдскулы знают эту тему. Еще раньше в спорте рыболовном у многих это была катушка. Но вы знаете, сколько лет прошло. Работает как часики, поэтому почему бы не взять такую катушку на эту сессию. Как я сказал, 0,3 шнур по Японии. Здесь поводочек тонкий из флюра стоит 0, по-моему, 16. И вот 1,5 граммчика и вот такой вот джавастик. Попробуем, в общем, с этой темой походить. Ну, чистый спорт будет, поэтому интересно будет. Давно я не ловил на микруху. Друзья, ну я подошел на первую локацию. Очень перспективное место. Есть перекатик небольшой, есть ямка. И здесь живет разная рыба. Окунь, голавль, может быть пескарь. В общем, вся, как говорится, мелочь, которая водится в этой речке. Я сегодня поставил задачу ловить окуня на легкие снасти, но хотел сразу сказать, какие вообще приманки лучше всего применять. Применяю я как съедобную резину, пассивные, активные приманки. Как мы знаем, это как бы классика для рыбы. Но летом я не забываю о хардбейтах, о вертушках, всевозможных кренках или там маленьких джиг-спиннерах. Но сегодня я взял в коробочку с собой пару вертушек, потому что летом это тоже number one. Это приманка, которая собирает летнего активного окуня быстро. Поэтому сейчас начну с микрухи, попробую ямку пробить микрухой. Но если поклевок не будет, перейду на вертушку и попробую что-то поймать. Поэтому двигаемся вниз по речке. Я в ожидании поклевок, конечно же. А сегодня, если еще и бонус валится, друзья, килограммовые, вот это будет интересно на 0,3 шнурике. Погнали. Так, не клюет пока. Зацеп. Так, не работает силикон. Давайте поставим вертушку. Так, ну что, давайте заброс на вертушку.
Не было поклевок. Ух, поклевка какая была. Ух, поклевка. Какая была поклевка. Это был голавль. Это 100% был голавль. Его ни с чем не спутаешь. Сейчас мы попробуем его доловить. Это был хороший голавль. Так, заработали поклевку на вертушку. Это был голавль 100%. Не знаю, крупный или нет. Ну, я думаю, нормальный был голавль. Но дальше не последовало больше ни контакта. Возможно, еще рано. Ну и каждый день по-разному. Сегодня клюет, завтра не клюет. Есть. Первая поклевка. Стал чуть выше, бросил ниже. И видите, первый окунечек сегодняшней сессии. И видите, как уверенно он просто заглотил приманку. Просто приманки не видно. Это, возможно, знаете, из-за чего? Из-за того, что подача приманки была намного эффективнее, когда я стоял выше, а бросал ниже. Удерживал приманку на одном месте. Больше фаза падения была. И рыба сразу среагировала. Вот такой вот окушок. Микрушный, классный. Открывает счет нашей сегодняшней сессии. Приехала очередная точка. Поставил уже танточку, видите. И поставил наоборот грамм. То есть, чтобы вообще приманка парусила, медленно падала. Ну, как настоящий кормовой объект. То есть, меняем. Даже 1,5 грамма это уже многовато для этой речки. Это я стоял ниже по течению от этого места. Теперь выше стою. Маленькая ямка здесь. Ну давай, окунечек. Хотя эта речка такая, тут может сюрприз выпасть. Это голавль крупный. Или щука. Тут такая тема, знаете, щуку ловишь, она не клюет на щучьей приманке. Зацепы, тоненькая снасть. Ладно, попробуем как-то поймать. Должен быть окунек, должен быть. Правда, где, я не знаю. Давайте сюда чуть-чуть в сторонку. Под ногами пробьем. Я быстро ищу окуня. Вообще он, в принципе, сразу себя как бы выдает. Потому что когда ты ловишь правильно, на
правильную приманку, подаешь, все четко, он сразу реагирует. Вот, видите, как вот, в принципе, сейчас. Все сделал четко и сразу рыба. Вот, поэтому я быстро перемещаюсь. Один-два заброса на точке, нету рыбы, переместился. Но окунь, как мы знаем, стайная рыба, поэтому он может сразу среагировать следующий на том же месте. Раз, два, три, пауза. Я паузу делаю короткую, потому что все-таки лето, и я рассчитываю на более-менее активную рыбу. Поэтому паузы больше все-таки это холодное время. Это если вы точку уже раздолбили нормально, там поймали десяток рыб с нее и знаете, что там осталась рыба, то можно там сделать какую-то паузу, поставить более легкий вес. Но сейчас, когда активный поиск рыбы, 2 подброса, 3 подброса, пауза буквально там до секунды. И верно по площадям обрабатываем сектор. Я выбираю локации как. Видите, я, допустим, здесь стал, я не бросаю там куда-то на середину реки в данном месте. Я бросаю вдоль бровки, потому что рыба стоит на аномалиях. Она не будет стоять на ровном столе. Ищем бровку. Я сейчас выбрал ближнюю бровку. Можно также выбрать тактику ловли с противоположной стороны на вот этом свале. То есть рыба будет стоять на свале. Первые там 2-3 подброса, ну 2-3 ступеньки. Это как раз таки то место, где может стоять окунь. Сейчас обрабатываю ближнюю бровку вдоль. Это эффективно, потому что максимально цепляю рельеф, провожу максимально длительное время по аномалии. И один контрольный заброс я сделаю под противоположный берег. Вот так вот четко туда. И все, поработал, снял рыбу какую-то, переместился. Мне нужно найти локацию, где он стоит в количестве. Сейчас пока его здесь нет в количестве. Ну, русло пустое вообще, в принципе. На русле может какая-то влететь щучка или голавль. Но меня больше сегодня интересует окунь. Чуть-чуть сместимся выше по течению. Давайте под нависшими ветками попробуем. И также вдоль вот я забрасываю. Тут не глубоко. Раз, два, три. Пауза. Раз, два, три. Он если есть, он сразу отозвется. Если поклевок не будет с точки, я туда уже не буду бросать. Рабочий монтаж. Сейчас у меня шишечка 2 дюйма в болоте. На легком весе. Но это убийца вообще окуня. Летом. Какой-никакой, даже мелкий окунь, он все равно поклевка будет его. Он себя проявит. Так, ну и чуть-чуть в сторону. Почему нету окуня в количестве? Нету аномальной какой-то зоны. То есть есть бровка, но она такая более плавная. То есть ему тут нечего делать. Его интересует более ярко выраженное место. То есть там какой-то или резкий свал, или какой-нибудь там камень на дне, трава на границе, или стенка какая-то бетонная. Мост, допустим, очень интересует окуня. Сваи, коряги. Здесь такой участок, труба. Ровное дно. Тут можно половить окуня, ну так уже, спортивного, чисто так. Знаете, там одного, там одного. Меня сейчас интересует найти рыбу в количестве и поработать с ней.
подобрать приманку, которая будет хорошо работать. И немножко потемповать даже. Не, это одиночные окуня, у них нету конкуренции. Соответственно, они и берут так слабо. То есть они тут есть, но когда один-два окуня, они не конкурируют, поэтому поклевок может не быть. Он может видеть вашу приманку, но не клевать на нее. А когда стоит стайка рыбы, там 5-10 штук, тогда идет конкуренция за приманку. Кто-то пытается быстрее атаковать, и поэтому у вас идут поклевки сразу. Двигаемся. Очередная локация. Видите, я выбрал ее неспроста. Мост, тень от моста. Это окунь обожает. Он всегда стоит в тени. И рекомендую все-таки начинать, вот если вы пришли на какую-то новую локацию, начните все-таки с вертушки летом. И проведите ее активно. Потому что как и окунь, так и голавль или другая какая-то рыба может среагировать на активную приманку. Поэтому я сейчас поменял силикон на активную вертушку. И сейчас попробую обловить этот сектор вертушкой активно, потому что самые крупные особи окуней реагируют на хардбейт, не на силикон, а на вот такие вот приманки, которые яркие, провоцирующие. Это доказано уже годами, поэтому я сейчас начинаю с вертушки. Тихо сейчас спущусь туда и начну пробивать по площадям сектор. Активно веду вертушку. Рыба, если есть активная, она сразу себя проявит. Есть. Вот видите, я сказал вам, и вот он сразу сел. Это окунь. Окунь хороший такой, ну правильный, микрушный, но на вертушку. Он не будет дожидаться, пока вы опустите приманку на дно, сделаете проводку какую-то пассивной приманкой. Он сразу клюет на вертушку. Это лето, поэтому я рекомендую летом начинать с вертушки на активных точках. Снимаем быстро рыбу на вертушку и потом переходим на силикон. Это одна из точек, где в принципе окунь собирается в количестве. Здесь мост, здесь тень постоянная. Вот сразу рыба, сразу вторая рыба. То есть я нашел стайного окуня. И пока его... это даже не окунь, видите, это голавлик влетел на точке. То есть они там вперемешку стоят, маленький голавлик, но сам факт. Собираем быстро рыбу на вертушку. Перехлестнулась вертушка. Четко под противоположный берег. Вертушка делает все за нас. Она вращается, она делает эти колебания, блики в воде. Заставляет рыбу с дальней дистанции выйти на нее и атаковать. Так, снова ставлю такую большую танту 2-дюймовую на 1 грамме. Всего лишь на 1 грамме. Потому что в месте ловли глубина где-то 50 сантиметров. И тяжелый вес он не даст той игры, которая нужна будет в том месте. Вот он, видите. Вот такая вот шишка в болотном цвете, в светлом болоте. Пробуем, в общем. Заброс под противоположный берег.
обрабатываю ту сторону. Там стоит окунь, потому что там есть небольшой свальчик. И вот там вот стоит окунь. То есть ближе ко мне уже его не будет. Короткая подыгровка, но буквально там в полоборота катушки. Да, сегодня слабенько очень. Сегодня как-то рыба вообще не реагирует. Нет поклевок. То ли рыба куда-то ушла, то ли я не знаю что. Двигаемся дальше. Очередная локация. Сегодня будет тяжело ловить рыбу. Сегодня она не реагирует ни на что. Возможно, это связано с аномальной жарой, которая надвигается. Не знаю, с чем это связано, но рыба не реагирует пока. Может, она в корягах вся сидит. Ну что, поменял я уже кучу точек и поймал я всего лишь 3 окуня и одного головля. Монтаж 1,5 грамма, джавастик. Я, в принципе, в эту тему верю. Но ищем рыбу на вот таких вот локальных участках. Это мосты всевозможные, какие-то сваи. Здесь может стоять окунь. И тут плюс тень еще есть. Лето — это очень тяжелое время. Рыба может клевать только рано утром или вечером. Но если мы хотим поймать рыбу днем, нужно вот искать вот такие вот локации. Потому что рыба стоит именно здесь. Тяжелая рыбалочка, конечно, летом. Особенно, когда плюс 30 градусов. Но ничего не поделаешь. По-другому никак. Вот здесь вот под ногами пробьем. Опа, есть. Вот так вот ушел сразу. Видите, вообще вот тут под ногами пробил. Потому что вот здесь прячется рыба, когда солнце высоко и очень жарко. Ищем, в общем, вот такие вот локации. Ух, аж чавкнул под ногами. Давайте его доловим. Нет, не добрал. Ах ты, колючки. Колючки. Твою мать. Меня зацепило.
Попробую тут пройти. Тут никто не рыбачит вообще. Бать не рыбачит. Вот как я. Фу, блин, еле прошел. Сейчас мы, знаете, что сделаем? Подойдем под мост. И я поставлю вертушку. Потому что под мостом может стоять рыба активная, которая клюет только на вертушку. Ну а Мэпсик, он должен ее сразу снять. Ух, ой-ой-ой, окунь. И сразу сошел. Стоял тут окунь под ногами. Вышли сразу два пассажира. Главное, что окунь был. Вертушка быстро находит активную рыбу. Но самое главное, что она тут есть. Так, есть рыба, значит, смотрите, что мы делаем. Я беру, ставлю сейчас легкий вес, силикон. И пытаюсь доловить эту рыбу. Подсак чуть не ушел в воду. Снова джавастик. Давайте ту сторону пробьем. Есть. Есть. Небольшой окунек. С русла, кстати, клюнул. Да, вот на таких лужечках, конечно, тяжело поймать рыбу. Особенно, когда это уже день, когда солнце высоко, когда очень жарко, когда рыба вся прячется в тени. Уже такой чистый спорт начинается. Поклевка есть. Есть рыбка. Я, наверное, знаете, что поставлю? Я, наверное, поставлю болотный цвет, потому что вот этот вот цвет яркий, рыжий, он, наверное, все-таки для более активной рыбы. Поставлю какое-нибудь темное болото. Вот такого вот фиштейла поставим и проверим, как на него рыба реагирует.
поклевка. Есть маленькая рыбка, но сразу среагировала. То есть цвет как бы решил. То есть нужно более натуральное что-то поставить. Это утром, когда рыба более активная, можно поставить более агрессивный оттенок. Но сейчас вот как раз она стоит такая, знаете, в полусонном состоянии. Нужно поставить что-то темное. О, есть чуть покрупнее рыбка. В общем, нашли мы хотя бы хоть какую-то локацию, где есть рыба небольшая. Но опять же, видите как, легкий вес, приманка в более темном цвете. Она сразу провоцирует рыбу на поклевку. Заметил, что все поклевки идут на паузе, то есть со дна приманку подбирает рыба. Поэтому сейчас, наверное, я поставлю еще легче вес. Поставлю я, наверное, около грамма, а то и меньше. Вес сколько можно будет? 0,8, наверное. Есть у меня маленькая чебурашка 0,8 грамма, свинцовая. 10 размер крючка. Я не буду ставить 12, потому что рыба может лететь более крупного размера, поэтому мне нужна реализация. Так, все, монтаж готов. И поставлю приманку новенькую. Сейчас найду у себя. Вот он, фиштейл у меня в 120 цвете в болоте. Сейчас нужно доловить рыбу качественно, поэтому ставим максимально легкий вес. И фиштейлика моего любимого. Вот он монтажик, видите. 0,8 грамма. И смотрим, как реагирует рыба на такой монтаж. Я вам скажу так, что разница в полграмма, она очень сильно влияет на рыбу, поэтому если вы ловите на точке, там, например, на 1,5 грамма, и рыба перестала клевать или реализация стала хуже, просто уменьшите вес до грамма. То есть буквально полграмма решают все. Сейчас я перешел с 1,5 грамм до 0,8. И сейчас попробую собрать ту рыбу, которая уже не реагирует нормально на более тяжелый вес. Это уже такая сверхлегкая микруха, ближе уже к нано, но все-таки технику мы не меняем. Мы ловим со дна классическими проводками микроджиговыми. Ну вот падение приманки, фаза падения, вот эта вся анимация более деликатная стала. И рыба может по-другому среагировать на это. Я не знаю, точно ли это сработает, но очень часто вот на соревнованиях, когда рыба отключается, мы переходим на более легкие веса. Но бывает и наоборот, когда более тяжелый вес гупает по дну быстро очень. И рыба на это реагирует. Ах ты, блин, сошел. О, сразу с русла была поклевка. Есть. Окунь в толще воды вышел. Вот он, окунечек.
Еще один есть. Да, вот оно, видите, как 0,08 грамма, и сразу рыба начала реагировать на это. Это мой супер, ну не то что секретный монтаж, но это спортивный монтаж для ловли, когда вот вообще не клюет рыба и нужно хоть что-то поймать. Но не всегда хоть что-то, а бывает даже очень крупную бонусную рыбу нужно ловить на такие монтажи. Приманка фиштейл в болотном цвете, бейтбризовский. Это болотный оттенок. Есть. Сошла рыба, правда. Вот это идеальный вариант для ловли, когда рыба не клюет. Когда солнце прям на пике. Когда очень жарко. Видите, я вообще стою в тенечке. Релакс. Нашел рыбу и просто ее начинаю как бы темповать. На фоне того, что я ходил, вообще поклевок не было. Я нашел рыбу, но нужно было с ней поработать. То есть я нашел рыбу более тяжелым весом, 1,5 граммами. И сейчас теперь работаю с той рыбой, которая есть в секторе. Уменьшил вес и начинаю долавливать. То есть можно еще уменьшиться будет и в размере приманки. Но важно, наверное, для меня все-таки размер приманки оставить тем же, потому что рыбе нужно увидеть эту приманку с дистанции, как бы небольшой, прицелиться, атаковать. Потому что если я буду ловить на микроприманку, рыба может ее просто не увидеть. Вот сейчас я уже добавляю паузу. Я знаю, рыба тут точно стоит. Теперь я уже паузу увеличил до 2 секунд. Так как рыба уже, которая осталась на точке, она уже медленно выходит на приманку. Конкуренция уменьшилась на точке. И рыбе нужно дать паузу, чтобы она прицелилась, атаковала приманку. Это не тот случай, когда мы активно ищем рыбу. Это тот случай, когда мы уже нашли рыбу и ее пытаемся доловить. Друзья, буду завершать рыбалку. Такая была сессия короткая очень. И по жаре вообще очень тяжело поймать рыбу, да и вообще сил не хватает на такую рыбалку. Ну, какие выводы можно сделать по такой рыбалке на таких вот небольших речках, неглубоких? Однозначно ищите места, где есть аномалии на дне. То есть, если ровный стол, там рыбы не будет. Ищите какие-то ярко выраженные бровки, какие-то завалы из деревьев, коряги, кувшинки, сваи от мостов. Вот, допустим, вот места, вот, где есть мосты, где есть тень. В тени рыба себя чувствует более активно во время жары. Как мы знаем, летом рыба клюет рано утром или вечером, когда уже прохладно. Это ее основные пики активности. Но если вы приехали на рыбалку и у вас целый день впереди, но вы хотите что-то поймать, поэтому знаете, ищите более какие-то вот темные места с укрытием. Вот как сейчас я стою. Здесь рыба, вот уже час дня, жара 35 градусов. В тени стоит рыба, она при этом очень отмороженная, она вообще не клюет. Но вот используя вот такие вот сверхделикатные монтажи, легкие приманки, можно что-то поймать. Вот сейчас я поймал немножко рыбы в этом месте, но если я перемещусь где-нибудь дальше по реке, на открытом участке, там даже поклевок не будет. Вот такая вот вышла сегодня сессия, короткая, трудовая, ну как всегда. На самом деле такие вот как раз рыбалки тяжелые, трудовые приносят больше всего опыта. Что я для себя подчеркнул? В принципе, опять же, повторение мать учения. Это сверхлегкие веса, темные приманки, пассивные, деликатная подача, легкая снасть в руке дает результат. Если бы я вышел сегодня с обычным комплектом, с более тяжелыми весами, я бы сегодня не увидел ни одной поклевки. А так я увидел сегодня достаточно много поклевок окуня. Не было бонусов сегодня, хотя рассчитывал на них. Но все-таки лето, жара, рыба в коматозе. Друзья, рыбалки бывают разные, но очень важно, время, проведенное на рыбалке, не идет чуть жизни. Мы это знаем, поэтому всем желаю отличных рыбалок, отличного времяпровождения и увидимся на воде. Всем пока, с вами Тимур Билан.